Аригато, дорогие зрители и подписчики! В этом видео путешествие в Японию рейсом китайской авиакомпании China Eastern через Пекин. Затем внутренний перелет на борту самолета японских авиалиний. Заранее прошу прощения за возможные неточности в произношении названий мест. У разных языков свои особенности. Приятного просмотра! Япония начинается с визы. Актуальный список документов на визу есть на сайте посольства. Все подробно и понятно. За несколько недель до вылета приезжаю к зданию посольства в первой половине дня. Записываться не нужно, живая очередь в консульский отдел. Внутри получаю талончик, передо мной аж 76 человек. Жду очереди на улице, внутри работают 3 окна, быстро обслуживают заявителей. Важный момент при подаче документов, их последовательность и наклеенные фотографии без скрепок. Если что-то нужно из канцелярии, внутри на столах все есть, и есть время это сделать. Очередь 76 человек прошла минут за 40. Сдаю документы и получаю бумажку, что могу забрать паспорт через несколько рабочих дней. Виза в Японию бесплатная. У консула можно попросить выдать мультивизу, если есть планы на многократное посещение в будущем. Через неделю, уже во второй половине дня, приезжаю за паспортом. Очередь, даже чтобы зайти на территорию посольства. Нужно предъявить документ и бумажку, которую выдали при сдаче документов. Сотрудник полиции, который охраняет здание, проверяет паспорта и записывает данные. Вхожу на территорию, не нужно брать никакие талончики. Живая быстрая очередь. Через 5 минут выхожу с паспортом и 3-летней мультивизой с ограничением пребывания в 30 дней на каждый въезд. В день вылета решил ехать на такси и попал в большую пробку на МКАДе. Пришлось понервничать. Подъезжая к аэропорту, увидел самолет, на котором полечу. А330-300 China Eastern рейсом из столицы Китая, Пекина. Вылет из Шереметьево, терминал С. Китайские авиакомпании, кажется, летают только в этот аэропорт. Таксист строго высаживает пассажиров с левой стороны около автомобильной парковки, напротив терминала. На первом контроле безопасности была небольшая очередь, потому что не пропускали с водой в пластиковых бутылках. Хотя эта часть же не входит в зону предполетного контроля. Какие-то новые правила. И через переход над дорогой сразу в терминал С, к зоне регистрации. Мимо проходил экипаж катарских авиалиний, 2 возрастных пилота и 11 человек бортпроводников. И все с большими чемоданами. А разве раньше они не разворотным рейсом летали? У стоек регистрации вижу надпись «Пекин» и огромную очередь. Это не мой Пекин, другая авиакомпания. Нужно искать другие стойки. С левой стороны идет регистрация на рейс катарских авиалиний в Доху. И правее 4 стойки для моего рейса 2076 в Пекин. В очереди стоит много пассажиров. У каждого есть багаж, а часто и не один. Процесс не быстрый. Беру 2 посадочных и иду в сторону выходов на посадку через зеленый коридор, который прохожу, не останавливаясь. Безопасность прошел практически без остановки, как и автоматическую кабинку на границе. Сразу на выходе из нее стоит экипаж China Eastern, преимущественно мужчины. Несколько раз за последнее время в Шереметьево видел, как буксируют туда-сюда грузовые 7478 авиакомпании Airbridge Cargo, которые не летают с марта 2022 года. Вот и в этот раз куда-то перемещают. Ближе к вечеру в терминале С появляется много экипажей китайских авиакомпаний, следующих к своему выходу на посадку. А вот и мой самолет поближе. Ему 8 лет. С самого начала летает в China Eastern. Flight Radar показывает, его чаще всего ставят на внутренние рейсы, но иногда летает в Москву и в Японию. Сейчас его заправляют и готовят к обратному рейсу. А кейтеринг не Аэромар, а какой-то Аэрофуд. До начала посадки есть еще время. Иду в бизнес-зал Малевич посмотреть на самолеты и попить что-нибудь. Внутри не так много людей. Некоторые по виду уже долго ждут свой вылет в горизонтальном положении. Напротив стоит 777 Аэрофлота, который прилетел с Камчатки, выгрузил пассажиров через автобус и готовится к вылету на Пхукет. На полосу произвел посадку грузовой Boeing 757. Бортовой номер не смог разобрать. Назовем неизвестной авиакомпании. Вдруг вы знаете. Около С никакого движения не происходило, в отличие от терминала Б, где постоянно кого-то буксировали и кто-то заруливал. Еще один А330 China Eastern, но уже модификации 200 из Шанхая. Обратил внимание на иероглифы на крыле. Это название авиакомпании или что-то другое. Сходил в левое крыло бизнес-зала. Не обращал раньше внимания, здесь много мест для почти горизонтального наблюдения за всем, что происходит на перроне.
и быстрый взгляд на мой А330. Кажется, его уже закончили обслуживать. Скоро идти на посадку. В буфете без изменений. Показывал в других видео на канале. Давайте еще немного понаблюдаем за самолетами. Совершает посадку А330-300 другой китайской авиакомпании China Southern рейсом из Пекина. В прошлом году летал на рейсе этой авиакомпании в Гуанчжоу. China Southern самая крупная в Китае. Флот состоит аж из 650 самолетов. Вот только что прилетевший борт Smart сопровождала пожарная машина для возможности заправки самолета во время высадки и посадки пассажиров. Вдоль взлетно-посадочной полосы пронеслась машина, скорее всего, для какой-то проверки состояния покрытия или отсутствия посторонних предметов. Но какую скорость она развивает? В аэропорту время прилетов из Китая. Старый знакомый. Часто этот рейс у меня мелькает в видео. Air China из Пекина. Это флагманская авиакомпания и единственная, которая несет флаг Китая на своих самолетах. Нужно будет как-нибудь и ими полететь. Автоинформатор еще не объявил о начале посадки, но очередь уже собралась. Начали с задержкой минут 10. Контингент делился поровну между китайскими пассажирами и туристами, явно летящими с пересадкой куда-то дальше в Азию. Все стоящие в очереди вдруг подпрыгнули от громких гудков, как будто мы вышли за пределы автобусной остановки на проезжую часть. Таким способом, без извинений и просьб, проехали два мини-электрокара через узкий коридор напротив выходов на посадку, растолкав и испугав пассажиров. Это что, премиальный сервис? Через минуту машины поехали в обратном направлении. Такое встречал в международных аэропортах, но там для них выделены отдельные зоны, без соприкосновений с пассажирами. На посадке отсканировали посадочный и еще раз проверили паспорт. Зачем-то спросили, не планирую ли выходить в Пекине. Ответил отрицательно. В телетрапе в самом конце предлагают свежую китайскую прессу. Захожу в самолет. О, вот и первый пассажир с упаковкой быстрой лапши. В А330 моя любимая схема посадочных мест. 2 проход, 4 проход, 2. Место себе выбрал заранее, на 65-м ряду. Это не такой длинный салон, нумерация у них начинается в экономии не сначала. Случайно сел не на свой ряд, пересел. У каждого кресла вот такое классное дополнение с кармашками. В ногах ничего не ограничивает, нет никаких блоков. С другой стороны есть розетка, а вот она одна на 2 кресла. Для каждого пассажира полагается плед, если станет холодно. О, отлично! Реклама Wi-Fi. Внизу экрана есть обычный USB-разъем для зарядки и несколько кнопок управления. Нужно проверить шаг кресел. Скажу так, плотненько. Коленки легко касаются кресла впереди. Есть еще удобные кармашки для телефона и планшета. Удобно. К Wi-Fi подключился, там была только страница с данными рейса на китайском языке. К самолету зачем-то прикатили лестницу, надеюсь, для закрытия багажного отсека, в который уже заканчивается загрузка контейнеров. Инструкцию по безопасности включали 3 раза на китайском, английском и русском. Одновременно с нами начали буксировать Dreamliner Boeing 787-8 катарских авиалиний вечерним рейсом в Доху. Вышла на связь старший бортпроводник, на 2 языках рассказала про полет в Пекин и даже на сложном русском поприветствовала пассажиров и поблагодарила за выбор китайских восточных авиалиний. Время полета составит 7 часов 15 минут. КВС ничего пассажирам не сказал, возможно, это не принято у них. А нас в это время буксировали к точке запуска. Сначала запускали левый двигатель, потом правый. Выпустили механизацию, провели тест элементов управления самолета и начали руление. В это время на полосе взлетал Boeing 777 Аэрофлота рейсом во Владивосток. Время в полете у него составит 7 часов 35 минут, на 20 минут дольше моего рейса. Рулежную дорожку пролетал пустой пакет неизвестного типа в неизвестном направлении и без бортового номера. Запускались не быстро, но катарец запускался еще дольше, поэтому мы его обогнали. Проезжаем еще одного китайского перевозчика Hainan Airlines. А330-300 тоже из Пекина. Авиакомпания крупнейшая частная в Китае и имеет 5 звезд от Skytrax. На рулении замедлились. Кажется, будем пропускать этот А320 Аэрофлота. Ну вот куда? Ну как так, командир? Поднажми! Зачем пропускаешь катарца-то? Хотя по расписанию он вылетает на 10 минут раньше нас. А нет, командир услышал мои слова и вдруг поднажал. Извините, пассажиры в Доху и пассажиры в Волгоград. Мы вылетим быстрее. Нужно было быстрее заходить в самолет. Рулили также мимо буксируемого А350, который через 20 минут отправился в Хабаровск.
Во время выруливания на взлетно-посадочную полосу на соседнюю 06-ю правую приземлился сначала А320 Neo рейсом из Санкт-Петербурга. Мы все еще стояли. За ним борт Победы и Суперджет России шаттлом из города на Неве. Подозреваю, что А320 Волгоград все-таки вылетел раньше, использовав для разбега не всю длину полосы. В кабине пилотов перевели двигатели во взлетный режим, начали плавный разбег. И по салону экономического класса пошел какой-то странный запах еды. Как будто в лапшу быстрого приготовления насыпали много специй и залили кипятком. Экипаж всем раздал персональные наушники. Интернет, вероятно, был, но весь интерфейс на китайском языке и куда нажимать и сколько стоит, понять невозможно. Хаотичное нажимание на все подряд ничего не решило. Обслуживание начали с конца салона, с напитков. Наливали без ограничений. К напиткам давали орешки и салфетку. В иллюминатор был такой вид. Не оторваться. Огненно-золотой закат в спину. Сейчас направление полета из Москвы на восток. Навстречу следующему дню. Наряду впереди пассажирам задали вопрос, хотят ли они сейчас есть или пить. Они попросили, а можно попозже. Им наклеили такие таблички на кресло. Завершив в одну сторону, экипаж предложил еще раз напитки на пути обратно. Следующая тележка была с подносами, а потом приносили горячие косолетки. Выбора или не было, или мне уже не досталось. Только рыба с рисом. Это оказался карп, на вкус, много специй и остро. На десерт долька апельсина и долька яблока. Скромно как-то получилось. Сервис бортпроводников оказался какой-то хаотичный. Горячий хлеб предлагали минут через 15 после раздачи питания. Многие все к этому моменту съели. Бортпроводник, который работал на моем ряду, практически не говорил на английском, и если возникал вопрос, постоянно звал на помощь свою коллегу с другой стороны. Загрузка самолета практически полная, видел только пару свободных мест в экономе. Зона кухни была закрыта, и висела предупреждающая табличка. В туалете обнаружил такой смешной освежитель воздуха в виде самолетика. Все туалеты были чистыми в начале и в конце полета. Кстати, про освежитель воздуха. Примерно раз в полчаса команда использовала спрей в салоне между рядов, но не скажу, чтобы изначально плохо пахло. Захотелось чая, сходил попросил на кухню. Мне налили в плотном стаканчике с крышкой. Удобно, как будто в кофейне. Выключили свет. Но у пассажиров в головах был же еще вечер, поэтому большинство бодрствовало. Китайские граждане часто просили бортпроводников налить кипятка в свои бутылочки. В районе Улан-Батора карта показывала, скорость самолета составляет аж 1061 км в час. Немного не хватило до скорости звука. За час 40 до посадки экипаж начал второе обслуживание. Предлагали сэндвичи с ветчиной и сыром и напитки, чай, кофе. Взял чай. Его выдали вот в таком странном стакане с сеточкой внизу. Заварка была вмонтирована в дно. Вот же ж и здесь технологии. Объявили о начале снижения, все проверили, а табло «Застегните ремни» включили уже когда выпустили закрылки. До этого можно было даже в туалет сходить. Сильно отличается порядок от наших авиакомпаний. На посадке пролетали большие красные моргающие поля, похожие на линии электропередачи. Смотрится как будто горизонтальный фейерверк. Прилетели на 25 минут раньше, хотя из Шереметьево вылетели на полчаса позже. Вот она, хорошая скорость над Монголией. В районе Пекина уже начало светать. Забыл сказать про стоимость билета. За перелет в экономе по маршруту Москва-Токио, Осака-Москва заплатил 57 тысяч рублей. Купил через агентство City Travel.
совершили посадку в аэропорту Даксин. На улице небольшой дождь, и сразу бросилась в глаза пустота на перроне. А руление было быстрым, и буквально через 15 минут начали выходить из самолета. У China Eastern на некоторых рейсах есть и премиальный эконом. Здесь он в виде обычных кресел, 4 первых ряда в эконом-классе, огороженных микроразделителем. Увеличенный шаг кресел и, вероятно, кормят как-то получше. И заметил небольшие белые подушки. Выход был через длинный телетрап. Сразу же стоят аппараты, где можно налить холодную воду или кипяток. Пользовались популярностью. Времени до следующего рейса больше 5 часов. Нужно идти по указателям трансфер. Выходить в Китай на такой короткий срок не буду. Да, скорее всего, и не выпустят. Аэропорт огромный. До зоны начала трансфера шел точно минут 10. Есть траволаторы, но они не все работают. Наконец-то зона трансфера. Рейс из Москвы был в это время единственным и застал сотрудников врасплох. А пассажиров, кому нужно было воспользоваться трансфером, оказалось много. Все строго. Для прохода в зону вылета нужно предъявить посадочный, паспорт и обязательно посмотреть систему распознавания лиц. Без взгляда не пропускали. А дальше строго смотрели все, что есть в ручной клади. Проверяли каждое устройство с аккумулятором. Емкость не может превышать 20 тысяч мА. Выхожу в чистую зону и попадаю в громадное пространство. Вау! Аэропорт в виде морской звезды или птицы Феникс, как символ возрождения. Именно так видят эту форму китайцы. Архитектора по инновационному стилю угадать без Википедии легко. Заха Хадид. И это ее один из последних проектов. Мне же форма аэропорта кажется больше похожей на пальму. Интересная особенность. Аэропорт спроектирован так, что с момента входа в здание до любого выхода на посадку пассажир тратил не более 8 минут. Мой опыт прилета показывает, это возможно, если работают все траволаторы. Аэропорт может обслуживать до 100 миллионов пассажиров, а сегодня вылетает всего 25 международных рейсов. Вокруг, конечно, пустынно, напоминает аэропорт Аль-Мактум. Некоторые магазины открыты, есть небольшой продуктовый по типу 7-Eleven с адекватными ценами и работающая кофейня Starbucks. В ней цены уже выше. Все клиенты в это время – трансферные пассажиры рейса из Москвы. До вылета больше 4 часов. Разница во времени с Москвой 5 часов, значит в моей голове сейчас около 2 ночи. Иду в медзал авиакомпании на 2-м этаже. Могу в него зайти из-за статусной карты часто летающего пассажира программы Аэрофлот Бонус. На входе классная коллекция моделей самолетов. И открывается вид на зону вылетов внутри Китая. Там-то повеселее, и людей побольше, и самолетов на перроне достаточно. Единственный минус, что все равно после такого ночного перелета хочется спать. Спать буду потом, сделаю быстрый обзор зала. С утра практически никого не наблюдалось. Из еды была отдельная станция, как будто салон самолета, где предлагали горячее в виде понятной для европейцев еды и целый набор инструментов для лапши и супов с не совсем понятными ингредиентами. С другой стороны находилась стойка с набором для английского завтрака, рисом и фруктами. В зале есть душ, которым любезно воспользовался, потому что не хотел заснуть. А что же у нас с интернетом в Китае? Подключиться к Wi-Fi целый квест. СМС-ка на мой российский номер почему-то не приходит. Нужно сканировать паспорт. И дают доступ в китайский интернет, в котором 9 из 10 сайтов и приложений все равно не работает. Даже не могу посмотреть, во сколько точнее с какого выхода вылетает мой рейс. Единственное работающее приложение на моем телефоне для коммуникации – iMessage. Международным вылетом выделено 3 крыла звезды, но работает только одно, другие заблокированы. Из центральной зоны иду в сторону своего выхода. Можно идти обычно, а можно живописно через вот такую цветочную зону. Здесь много магазинов и много с надписями на русском. Чаще всего рекламируют для пассажиров китайский чай. Оу, какая интересная инсталляция. Сердце в виде множества надписей «Любовь» на разных языках. Внутри терминала можно взять обычные тележки, возить свои вещи, а можно вот такие, с интегрированными колясками для детей. Дальше удивился. Думал, здание закончилось, а это оказался выход в небольшой сад под открытым небом, который почти так и называется – Небесный сад. Здесь интересно погулять, не шумно, есть скамейки и, главное, свежий воздух. С другой стороны, за садом есть несколько выходов на посадку и Макдональдс. Здесь большая тихая зона для ожидания. Еще есть время, займусь самолета-споттингом. Буксирует зону внутренних вылетов А330-300 авиакомпании China Southern, который через пару часов полетит в Шэньчжэнь. За ним уже А350 той же авиакомпании буксирует в этом же направлении, но полетит он в Гуанчжоу. Большой плюс терминала
В нем есть не только тихие зоны, но и оборудование для перевода себя в горизонтальное положение во время долгой пересадки. Нет такого, как в наших аэропортах, чтобы людям не давали портить вид терминала своим сном. Здесь все удобно. Наконец-то подошло время посадки на мой рейс. Вылетаю в Токио рейсом 789. Около выхода на посадку много пассажиров с московского рейса. Сканируют посадочный и приглашают в самолет. Какая красивая диспетчерская башня в аэропорту. По красной ковровой дорожке внутри телетрапа идти приятно, как будто в конце ее твой личный самолет. Выполняет рейс обычный Airbus A321 с классической схемой посадочных мест в экономе. 3 проход, 3 кресла. Разместился во втором салоне на 51-м ряду. Задняя кухня, как принято у китайских авиакомпаний, закрыта и висит грозная табличка. Шаг кресел обычный, но вот у пассажиров посередине стоит какой-то большой блок, хотя экранов в креслах нет. Не повезло. А вместо экранов на антимакасарах какая-то реклама. Пассажиры с московского рейса сели и сразу же заснули, так как их в головах сейчас ночь. На иллюминаторе огромные вертикальные царапины неизвестного происхождения. Они сделаны с внешней стороны самолета и именно посередине иллюминатора. Даже идей нет откуда. На рядах впереди и сзади такая же картина. Над пассажирами выдвинулись экраны, на которых начали показывать инструкцию по безопасности и несколько рекламных роликов. Бортпроводник ходила и просила всех отсканировать бортовое меню с QR-кода, пока есть интернет. Нас буксируют. Запускаем двигатели, и удачно получилось. С моей стороны команда выпускающих искренне провожает самолет. Всегда вдохновляюсь этими моментами, как будто прощаешься со своими близкими и отправляешься в долгое путешествие. Такой ритуал встречал только в Японии, Таиланде и Китае. Сразу начали руление мимо огромного терминала. Забыл сказать несколько слов о моем самолете, на котором лечу. Как раз сейчас рулим на взлет, есть время. 2016 года выпуска с завода был поставлен сразу в авиакомпанию China Eastern. Около терминала преимущественно стоят самолеты или China Eastern, или China Southern, но увидел хвост задержавшегося на час с прилетом А319 уральских авиалиний из Екатеринбурга. Все-таки красивый терминал у аэропорта, а отсюда похож на цветок. Бортпроводница сказала, время полета до Токио 3 часа. Во время руления увидел самолет в какой-то странной ливреи и странные двигатели. Потом осознал, он не похож на обычный самолет. Вблизи стало понятно, это какой-то странный макет с фюзеляжем от Boeing 737, может быть для съемок кино или тренировок, у меня других идей нет. В аэропорту 4 взлетно-посадочные полосы. Мы будем взлетать с 11-й левой. Ее длина официально 3800 метров, но на табличке указано, что доступно 3700. Этого достаточно. Мы были первые, но пилот пропустил перед нами А321, который направился в Шанхай. Его время по расписанию было на 5 минут раньше моего. За ним как-то непочтенно пропустили малыша А319, у которого время вылета было идентично нашему. А вот и нет. Он остановился, и мы поехали на взлет. Маршрут полета будет проходить над Желтым и Японским морями. Конечно, через Северную Корею лететь ближе, но мы сделаем небольшой гиб, пролетев над Южной Кореей в районе столицы Сеула. Этот полет запомнился сонностью, частыми маневрами самолета и небольшой турбулентностью на всем протяжении полета. Подключился к Wi-Fi, ситуация была такая же, как и на прошлом полете. Все на китайском и никуда дальше не пускает. Загрузка самолета была неполная. Началось обслуживание с одной и другой стороны салона. С английским у этой команды бортпроводников было туго. С трудом смог понять, сегодня выбор между курицей и говядиной. Есть не хотелось, взял для картинки видео. Ну и добавим еще специфический запах от пекинского цеха бортового питания. Понравится не каждому. Горячие напитки из-за турбулентности не предлагали.
Меня свалил сон. Проснулся, когда самолет уже начал маневрировать на снижении. Открыл шторку иллюминатора, и вот она, Япония. Делаем поворот над городом Камагава, префектуры Тиба. У меня в жизни было много полетов с видом на крыло, но в первый раз встречаю, чтобы пилот выпустил закрылки на такой высоте. До посадки оставалось еще минут 25. Летим над домашним футбольным стадионом команды из 2-го дивизиона японской лиги вместимостью до 20 тысяч зрителей. А дальше огромная портовая зона с множеством причалов и различной инфраструктуры. Над нами пролетает только что взлетевший из Ханеды А-350 рейсом на север, на Хоккайдо, в город Саппоро. В Токийском заливе было ветрено и неспокойно. Иногда встречались торговые суда. Чем ближе к земле, тем сильнее начинались порывы ветра, и иногда самолет проваливался резко вниз, как на горках в парке. Неприятное ощущение. Заметил в море какую-то конструкцию, похожую на радар. Но это оказалось большой архитектурной вентиляционной шахтой для туннеля, который проходит под Токийским заливом и соединяет две префектуры. Называется Кавасаки Artificial Island. В Токио 2 аэропорта – Нарита и Ханеда. Выбрал для прилета второй, потому что он находится ближе к центру города и, соответственно, быстрее добраться. Китайские авиакомпании часто летают в оба. Обратите внимание при выборе рейса. Из Нариты в разы больше международных рейсов, но дороже добираться до города. Сразу после посадки мое внимание привлекла растительность, которая не подстрижена и хаотично росла буквально на рулежных дорожках. У нас всегда следят за газоном и такого не допускают. Или есть в этом какой-то смысл? Руление от полосы до места стоянки получилось быстрым. Поставили около 2 американцев, которые готовились к вылету в Атланту и Нью-Йорк. На фюзеляже самолета написан классный слоган «Вдохновение Японии». Надеюсь, в ближайшие дни будут именно такими. Самолет поставили на удаленную стоянку, до терминала поедем на автобусах. К выходу пригласили быстро. Прохожу бизнес-класс, здесь схема 2, проход 2. И обратите внимание на огромные блоки в ногах пассажиров. На перроне стояло несколько автобусов, которые отправлялись не по принципу, когда уже никто помещаться не будет, а когда все сидячие места будут заняты. Стоит много американских самолетов. Трафик между Японией и США высокий. Более 30 ежедневных рейсов основных авиакомпаний через Тихий океан. Выхожу из автобуса и под тактичные указания сотрудника попадаю в холл с эскалатором. Всем наверх. Далее еще несколько поворотов. На каждом стоят работники аэропорта и учтиво подсказывают. Попадаю в огромную очередь на паспортный контроль. Но все организовано. Хоть очередь и выглядит на пару часов, все постоянно двигается. Для прохождения границы нужно заполнить декларацию или на бумажке, или онлайн через сайт Visit Japan Web и получить QR-код заранее. У меня было готово, но там же везде были простые инструкции и бесплатный Wi-Fi, чтобы успеть все сделать за время нахождения в очереди. Границу прошел спустя 35 минут. Задали один вопрос. Какого числа планируете обратный вылет? Иду искать, на какой карусели багаж. Он уже катается в ожидании. Следующий шаг – таможня. Прохожу еще раз через сканер и просят еще раз отсканировать код. Ура! Япония! Первый шаг – поменять деньги. С собой есть наличные доллары старого образца. В обменнике с левой стороны после выхода меня полностью устроил курс, а их – мои старые доллары. Есть ограничение не более эквивалента $2500 на человека. Открываю Google карты, вбиваю название отеля, мне показывает самый быстрый путь через монорельс и поезд JR. Иду по стрелкам. У меня есть заранее на телефоне пополненная карта Suica. На большинстве моделей iPhone ее можно бесплатно оформить через приложение «Кошелек», но пополнить только картой иностранного банка. Один большой нюанс – пополнение не работает, когда в Японии ночь. Если нет такой возможности, перед турникетом можно купить билет за наличные. Google удобно сразу показывает цену поездки – 665 йен. Поднимаюсь на второй этаж, сразу же приходит поезд. Мне нужно будет до конечной, написано «это экспресс», значит на следующий.
Время поездки около 15 минут, из которых 5 поезд объезжает аэропорт и можно еще раз посмотреть на перрон и самолеты. Вариантов уехать из Ханеды много, но кажется, на метро или монорельсе самый быстрый и недорогой. Google показал, с конечной монорельса нужно перейти на линию JK, которая помечена голубым цветом. В ожидании поезда замечаю, на моем чемодане появилась наклейка с большой надписью RFID, означающей радиометку для идентификации. В Пекине их используют для сортировки багажа. Большой брат следит. Дождался поезда. Это не метро, а городская или пригородная электричка, которая внутри города работает по обычным тарифам. Управляется компанией JR, что-то типа нашей РЖД. Мне нужно выходить на станции Симбаси. Выхожу в полноценный город Токио. Симбаси была одной из первых железнодорожных станций в Японии, поэтому перед входом стоит памятник паровозу. Сразу же попадаю в суету и скорость больших и маленьких улочек. Мой отель находится в нескольких кварталах, за поворотом на одной из них. Отель называется просто Б. Б в районе Симбаси. Куплен за рубли через сервис МТС Travel. На дни моего проживания в отеле МТС предоставили бесплатный интернет-роуминг в Японии. На ресепшене депозитов не просили, отсканировали паспорт и выдали ключ в номер на 10 этаже. Размерчик такой, камера передает в 2 раза больше, чем реальность. Похоже на обувную коробку. Кровать выглядит мягкой, она и спасет в борьбе с джетлагом после долгого перелета. Туалет полноценный, японский, со всеми возможными кнопочками и технологиями для чистоты и времяпровождения. И компактная душевая кабинка. Отель только для сна. Оставляю вещи, переодеваюсь и бегу делать первое запланированное дело, параллельно наслаждаясь районом Симбаси. 15 минут пешком на север и попадаю в район Гинза, где сегодня центральная улица Гинза-Тори стала пешеходной. Не смог найти в интернете, это происходит каждые выходные или по каким-то определенным датам. Японцы с присущей им элегантной сдержанностью гуляют мимо сверкающих витрин люксовых бутиков и многочисленных кафе. Цель – флагманский магазин Uniqlo, купить несколько элементов одежды. Магазин занимает целых 12 этажей. Вот только одна проблема – максимальный размер XL на среднестатистического японца. Или заказывать размеры больше только онлайн с доставкой через несколько дней. Купил только носки максимального размера. Стемнело, нужно перестраиваться под часовой пояс. В отель спать, но заглянул на пути в сетевой суши-бар, скушал этот божественный сет за 2000 йен. Утро следующего дня. Отлично выспался, выхожу из отеля в 8 и удивляюсь абсолютной тишине и пустым улицам. Сегодня воскресенье, вероятно поэтому. Встречаю мусор на улицах, что нетипично для Японии. Скорее всего, не успели убрать после ночных гуляний в этом районе. С некоторых переулков открывается вид на Токийскую телебашню, а сами переулки в основном застроены множеством больших и маленьких кафе и баров. Ночью здесь не пройти. Известная особенность страны – вендинговые автоматы на каждом углу. Можно купить и холодный, и горячий напиток. Цены в основном одинаковые с магазинами. В нескольких шагах находится район, который раньше был домом для одного из самых известных рыбных рынков в мире. Вы, вероятно, слышали о нем благодаря знаменитым аукционам тунца. Именно здесь у меня планы на завтрак. В 2018 году рынок переехал на соседний остров. В центре Токио ему стало тесновато. Но старое место не утратило своей рыбной души. Здесь по-прежнему можно найти лавки с самыми свежими сушами, морепродуктами и деликатесами, сохранившими атмосферу былого рынка. Каких-то конкретных планов на еду не было. Сначала пройдусь. Уже в 9 утра было много людей и открыто много лавок. Дальше целые ряды с различными морепродуктами в разных форматах приготовления. Много гребешков с Хоккайдо в сыром или жареном виде, крабы, сашими и много какой-то неизвестной мне, но популярной у японцев рыбы. Очереди стоят к прилавкам, где готовят омлет тамага. Это классическое японское блюдо, немного сладковатый, приготовленный с особой техникой сворачивания несколько раз на раскаленной сковородке. Продают по кусочкам эксклюзивную дыню Юбари Кин, которую выращивают тоже на Хоккайдо. Нужно будет попробовать. Читал, что у нее какой-то уникальный вкус. На одной из улочек меня привлек пожилой повар, который приглашал проходящих зайти на завтрак в его ресторан. Он хорошо говорил по-английски и сказал, что работает здесь более 40 лет и специализируется на вкусной свежей еде. Зашел, стал первым клиентом. Сотрудники занимались подготовкой только что доставленных морепродуктов. Меню принесли на английском с фотографиями каждого блюда. На половину позиций действовала утренняя скидка. Вчера вечером были суши, на завтрак решил взять чираши дон. Это дословно переводится как «разбросанные суши». Блюдо отличается своей свободной композицией, где ингредиенты разбросаны поверх риса. Все было свежайшее, не передать словами.
Еще принесли мисо-суп. Это не первая моя поездка в Японию, поэтому не было планов посещать основные интересные и туристические места в Токио. Если вы впервые планируете посетить страну восходящего солнца, вполне можно заложить на них неделю только в столице. В центре города попал на перекрытие улиц по причине интересного действия. Группа людей под песни носили как будто алтарь, уточнил у местного. Это традиционный фестиваль Мацури, когда под песни в переносных алтарях для благословения жителей переносят из храма в город божества или святыни. Необычно, конечно. Столица Японии – огромный город. Если в одном месте небоскребы, электроника, технологичность и не перейти дорогу, то буквально через несколько остановок метро как будто отправляешься на машине времени на десятилетия назад. Здесь жители ходят в национальной одежде, велосипеды, магазины только за наличные, электрички прямо на дороге. Многие пешеходы друг друга знают и здороваются. Безумно мило. В каждом районе носили свои божества. А здесь даже как будто случился некий баттл между двумя районами и двумя божествами. Кто громче на улице? Гуляя по городу, неожиданно вечером вышел к сердцу Токио, на перекресток Сибуя. Когда загорается зеленый свет, сотни людей со всех сторон пересекают дорогу одновременно, создавая невероятное зрелище. Вокруг неоновые экраны и высотки. Сибуя – видимое и осязаемое описание и ритм динамичной жизни Токио. Обязательная остановка для туристов, можно и нужно несколько раз пройти в разные стороны. Дождливое утро одного из дней. Выселяюсь из отеля и с чемоданом направляюсь на автобусный вокзал. Очередной день, когда с утра в районе Симбаси никого нет. Google карты показывают, нужно дойти до ближайшей станции метро, найти правильный вход, сесть на правильной платформе на свой поезд и доехать до конечной станции метро Сибуя, на которой был недавно. Станции имеют нумерацию и дублируются на английском языке. Еще раз отмечаю комфортное количество пассажиров, есть даже сидячие места в вагоне. На станции Сибуя иду по указателям на автобусную станцию, которая находится аж на 5-м этаже здания. На станции есть небольшая комната для ожидания и табло с расписанием отправления автобусов, как будто в аэропорту. Это одна из автобусных станций, откуда есть автобусы в Ханеду или Нариту. Но сегодня мне не нужно в аэропорт. Еду в 10:30 посмотреть на гору Фуджи. Автобус отправляется от стоянки номер 91. А вот он и приехал. Посадка начинается за 10 минут до отправления. Места заранее определены при покупке билета. Мне досталось место около окна на 2-м ряду. На потолке вентиляция, шаг кресел большой, есть еще подставка для ног в виде широкой платформы. Салон идеально чистый. Всех просят пристегиваться. Время в пути у автобуса заявлено около 3 часов. Большинство пассажиров едут не до конечной, а выходят на остановке около большого аутлета в пригороде Токио. Первый час выезжаем из города и на трассе встаем в глухую пробку. Билет на автобус купил на сайте Highway Bus за 2100 йен в одну сторону. Рассматривал несколько вариантов, как добраться, но на автобусе получалось дешевле всего. В автобусе туалет и есть 15-минутная остановка на большой заправке. С опозданием на 1,5 часа из-за пробок приезжаю на конечную остановку, автобусную станцию вокзал Кавагучика. Здесь все по-домашнему. И классный памятник вагону, который раньше использовался на линии Фуджи-Кюко. На стойке информации говорю, в каком месте остановился. Они звонят по городскому телефону, и через несколько минут приезжает трансфер. Если отель недалеко, вполне можно дойти пешком. Вокруг на площади много мест с камерами хранения для багажа. Для тех, кто еще не заселился, или уже выселился, или приехал на один день. У меня был персональный трансфер, приехал собственник отеля. Когда проезжали магазин Lawson, он активно на него показывал. Сначала не понял почему, но попозже узнал и расскажу вам. Остановлюсь в отеле Lakeside Hotel. Забронировал его через Booking.com с оплатой сразу в приложении. По акции была хорошая цена – 15 тысяч йен за ночь без завтрака. На входе, как часто в Японии, гости должны переобуваться в домашнюю обувь. На ресепшене пустынно, никого нет и большая обеденная зона. Возможно, не сезон. Моя комната на 2-м этаже, и мне не повезло. Хозяин отеля показывает, как видят гору Фудзи гости, которым повезло больше. Зато очарован номером. В японском стиле. Татами размером в 6 футонов. Вентилятор, холодильник, набор для чая, стол со стульями, за который точно не помещусь, и очаровательные матовые окна сёдзи. На стене тарахтит винтажный кондиционер, а сверху люминесцентная лампа из середины 80-х и идеальная чистота. Окна выходят на дорогу, но ее совершенно не слышно. И, конечно же, куда без идеального японского технологического туалета со всеми возможными опциями. А вот душа или ванной в номере нет. Мыться нужно в онсене на 1-м этаже.
В этих краях практически каждый отель или традиционный гостиничный дом Рёкан имеет доступ к горячим источникам. Сегодня мужчины слева, а девушки справа, но каждый день порядок меняется. Доступ только в определенное время. Давайте посмотрим, пока никого нет. Это для меня первый раз. Место, куда нужно складывать все свои вещи. Дальше можно взять с собой только маленькое полотенце. Во время посещения ансена нужно соблюдать строгие правила. Они есть перед входом, а также лежали в номере в виде картинок. Наступил вечер. Около отеля есть прачечная, где за 300 йен постирал и высушил вещи. Без будильника просыпаюсь около 6 утра, и первое, что нужно сделать, раздвинуть окна и посмотреть, не открылся ли Фудзи-сан. 3776 метров. Душа Японии, ее символ и вдохновение. Где-то читал, смотреть на Фудзи-сан значит получать редкий момент покоя и гармонии. Напротив отеля есть прокат разных транспортных средств. Взял электровелосипед за 2500 йен с 9 утра до 6 вечера. Батарейки сказали, хватит на день. Электромотор помогает крутить педали. За 20 минут доехал до пагоды Чурейта в соседнем городке. С нее открывается классный вид на гору, но Фудзи-сан к этому времени уже скрылся в облаках. Удивился, что пагода современная. Построили ее в 1963 году. Почти такую же видел в парке Гальцкого в Краснодаре. Внизу, на ЖД-станции, посмотрел со стороны небольшой музей с интересным вагоном поезда серии Fuji-Q 2000. Этот вагон был частью поезда Fuji-San Limited Express. Легко крутя педали, поехал в сторону озера. По пути привлек перекресток, где было много туристов и полицейских, играющих друг с другом в игру. Туристы пытались сфотографироваться на дороге, полицейские не разрешали. Нюанс был в том, что их цель была явно сделать фото с горой на заднем плане, а Фудзи была в это время в облаках. Но рассказано, что место туристическое, нужно сделать фото. Центр городка днем был пустой. Все туристы стоят на одном перекрестке. Странное какое заведение. Мос Бургер. Что-то логотип мне очень до боли напоминает. Зашел в крохотный суши-бар на 12 мест, в котором работает муж и жена. И так как они уже пожилые, время работы не конкретное, а примерное. И не каждый день. Мне повезло. Взял безумно вкусные суши Фэти Тюна. Следующая моя остановка – озеро Кавагути, одно из 5 знаменитых озер Фудзи. При ясной погоде не знаешь, куда смотреть – на гору или вид за спиной. Красота необыкновенная. Вокруг озера проложена удобная дорога для велосипедистов и пешеходов со множеством мест для созерцания, хайкинга и отдыха. Ехал мимо множества красивых парков, видел музей музыки и большое количество маленьких японских гостевых домов рёканов, которые невозможно забронировать на букинге. Кажется, они работают только на постоянных клиентов и по рекомендациям, и забронированы на десятилетия вперед. Вокруг озера навигатор показывал, можно объехать за 3-4 часа, но у меня до заката оставалось всего 2. Заехал по пути в важный храм горы Фудзи и ее богини. Удивительно, что никого не было и была полнейшая тишина и спокойствие. Отметил для себя, обязательно хочу вернуться, лучше на неделю, просто смотреть на красоту вокруг. А еще представляю, как здесь красиво во время цветения сакуры или поздней осенью. Все время бы катался на велосипеде с таким видом. Мне еще нужно успеть в другое известное место. Это магазин Lawson. Помните, в самом начале владелец отеля мне показывал на него. Оказывается, это популярное место и популярный формат фотографии. Соединяет контраст между обычной городской жизнью и архитектурой, и природной красотой горы, и делает некое символическое изображение, которое просто впечатляет. Интересный факт. Недавно власти приняли решение закрыть вид большим забором, но он просуществовал недолго. Уже снесли многочисленные туристы. Вот такая фотография получилась. Мне нравится. Сдал велосипед и еще раз погулял около озера, наслаждаясь Фудзи-сан в лучах заката. Следующее утро. У меня сегодня сложный день переездов и перелетов. На станции покупаю за наличные билет до крупной станции Ацуки. Время отправления в 7 утра. На станции подсказали выбрать именно этот поезд, с него удобнее пересесть на следующий скоростной в Токио. Дальше самолет и окончательная точка – бывшая столица Японии, город Киото. Ого, вот это штампик. Куда бы его поставить? Нужно завести себе блокнотик. Все, пора идти на посадку. Состав стоит на 3-м пути. Прочитал, что это частная железнодорожная линия длиной 26 километров. Она не входит в состав структуры JR. За 5 минут до отправления в вагоне никого нет. Жалко, что нельзя передать запах какой-то теплоты. Рабочее место машиниста открыто для наблюдения. Можно посмотреть элементы управления поездом. Здесь подумал, в какую сторону поедет поезд. А вот и объявление, что туристические билеты JR Pass на этой линии недоступны. Нужно покупать отдельные. Пока никого нет и осталось пара минут, посмотрел на поезд, стоящий на 1-м пути.
Посмотрите, какой у него необычный салон и какие роскошные кресла. Интересно, удобно сидеть? За 3 минуты до отправления к составу подошли машинисты. Они выглядели и были одеты исключительно, как будто на параде или это их самый главный день на работе. Сначала поезд одну станцию ехал в одну сторону, потом поехал в другую. В конце поездки вагон был заполнен не полностью. В основном ехали местные жители, и на каждой станции заходили школьники. С начальной станции до конечной около часа. Первые 20 минут можно наслаждаться пейзажами Фудзи, если она не скрыта в облаках. Последние 20 минут просто стоял за спиной машиниста и наблюдал за его работой. Выхожу на станции Ацуки. Здесь нужно будет купить новый билет на поезд в Токио, который прибывает всего через 12 минут. Надеюсь, не будет никаких очередей. А вот это уже напряженно. Билетная касса закрыта. Что делать? Иду к автомату, будем разбираться. Выбираю английский язык, все интуитивно понятно, ввожу буквами Токио. Меня спрашивают, каким поездом хочу ехать. Указываю ближайший поезд Rapid. Спрашивают, хочу ли я выбрать место за деньги или сесть на свободное. Выбираю второе и получаю билет за 2540 йен. Надо перейти на платформу номер 5, пару минут искал лифт. Здесь удобно, сразу указано, где останавливается какой вагон и откроются двери. Сразу же прибывает поезд, он проходящий и самый быстрый, ближайший до Токио. Сажусь в 6-й вагон, нужно будет найти свободное место. Все места около окна заняты, остались только в проходе. Но схема комфортная, 2 проход 2. У каждого кресла есть розетка, сразу поставил на зарядку телефон. Определить, где свободное место, легко. Если горит красная лампочка над креслом, занято. Желтая придет на следующей станции, зеленая свободно. Недолго ехали, бесшумно и быстро. На каждой остановке выходило людей все больше и больше, и перед самой конечной Токио в вагоне никого не осталось. У меня точно такой же поезд. Это модель E353 Super Azusa. Они отличаются суперкомфортной подвеской и панорамными окнами. Остановка Tokyo Station, конечная. Здесь мне нужно пересесть на метро и доехать в аэропорт Ханеда, откуда у меня планируется вылет. Но кажется, есть еще лишний час-полтора погулять вокруг. Какой красивый интерьер у этой станции. Неохота ходить час с чемоданом и рюкзаком, решил оставить в автоматической камере хранения. Их много в любом переходе в округе. Для моих вещей подошла самая большая секция за 800 йен. На вокзале Tokyo Station в районе касс, и если спуститься на этаж ниже, попадаешь в огромный торговый центр, в котором продается преимущественно еда и все, что с ней связано. Это не фудкорт, это именно торговый центр. Здесь можно только купить и взять с собой, но выбор, можно сказать, уходит за горизонт. Мои глаза разбежались, и появился стресс на тему «могу выбрать не то и упустить что-то вкусное через несколько метров». Успокоился и взял такую милую коробочку с чирашидоном. В прошлый раз понравился формат. И минут 10 искал лавочку или место рядом со станцией, чтобы поесть. В итоге этим местом оказалась автобусная остановка. Все такое свежайшее, не понимаю, как ему удается делать еду такого качества буквально везде, от дорогого ресторана до продуктового магазина в спальном районе. Еще встретил магазин покемонов. Думал, популярность персонажей сошла на нет, но это не так. Вот эти зоны были самые популярные, а среди аудитории были не только дети. Забираю чемоданы, иду на голубую ветку метро, сажусь на поезд, проехать несколько остановок до пересадки на монорельс. В вагоне немного людей, что удивительно, так как сегодня будний день. Мимо обгоняют поезда, сначала роскошный панорамный поезд, который следует на полуостров Идзу, а сверху скоростной Синкансен в Осаку. Мой рейс тоже будет в Осаку. Интересно, на чем получается быстрее, скоростной поезд или самолет, как между Москвой и Питером? Доезжаю до станции, где мне нужно пересесть на монорельс в обратном порядке, как было в самом начале видео. Найти легко, везде указатели. Сегодня в поезде еще меньше людей, чем было в день моего прилета. Монорельс проезжает мимо стоянки вертолетов и самолетов береговой охраны Японии. Посмотрите, у них даже Гольфстрим есть, стоит на сервисе в ангаре. Дальше открывается отличный вид на летное поле и международный терминал, где стоит синенький итальянец авиакомпании ИТА из вечного города Рима. Время полета у него составило аж 12 часов. Раньше через территорию России было на 2 часа меньше. Выхожу на станции Терминал 1, который использует японские авиалинии для внутренних вылетов. Впереди южное крыло, но почему-то нет Осаки. Северная с рейсами на север за спиной. Давайте пойдем на юг. Вот это да. В аэропорту увидеть обычную мусорку. В Японии на улицах и в общественных местах они отсутствуют как класс. Весь свой мусор носи всегда с собой. В зоне регистрации только автоматические стойки и для обычной, и для сдачи багажа. Попробовал зарегистрироваться, но система сказала, нужно подойти к стойке информации и что-то уточнить.
В самом конце терминала есть зона регистрации в привычном для нас формате с людьми. Девушки на стойке не говорили по-английски и использовали автоматический переводчик. За время, проведенное в Токио, мой чемодан подрос на 7 килограмм, а вроде ничего и не купил. Мой паспорт вызвал вопросы, поэтому процесс регистрации растянулся минут на 5 с просмотром по несколько раз всех документов. Сказали, все в порядке, наклеили багажный стикер и выдали посадочный. На паспортном контроле автомат распечатал еще один посадочный. С 2 бумажными иду на контроль безопасности. Там все современно, не просили разуваться или вытаскивать компьютер из рюкзака. Все любезно, прошел за минуту. Стоит А-350, который полетит коротким внутренним рейсом на Хоккайдо, город Саппоро. Время в полете всего 1 час 10 минут. Нахожу свой выход номер 14. Посадка начнется через 40 минут. И самолета на стоянке еще нет. Есть время погулять по терминалу. В книжном киоске напротив продаются авиационные журналы и книжки. Все, к сожалению, на японском. В углу стойка мерча японских авиалиний. Купил за 880 йен вот такую ремувку. Повешу на ключи. За огромными панорамными окнами один за другим взлетали самолеты 2 популярных в Хонеде авиакомпаний – японской авиалинии и ANA. Dreamliner полетел в Сингапур, а за ним 777-200 коротким внутренним рейсом на Окинаву. Японские авиакомпании используют широкофюзеляжники для коротких рейсов из-за огромного пассажиропотока внутри страны. Даже с учетом развития скоростного ЖД-транспорта, перелет на самолете выходит дешевле. К выходу номер 14 заруливает Boeing 787-8, который прилетел из Осаки, аэропорт Итами. Обратный рейс будет по этому же маршруту. В районе Осаки находятся 2 аэропорта – Большой Кансай на искусственном острове и небольшой международный Итами, в котором только внутренние рейсы. Моя следующая точка – город Киото, поэтому удобнее было выбрать Итами. Вы только посмотрите, какая милая маленькая лестница у сотрудников перрона для подключения самолета к внешнему источнику питания. Оборот самолета провели быстро, и буквально через 15 минут после выхода прилетевших пассажиров пригласили на посадку. Всех разделили на группы, японские пассажиры неукоснительно следовали порядку посадки. Хотя раньше упомянул, что японские авиакомпании используют большие дальнемагистральники. На коротких рейсах у них также специальные схемы салонов. Самолеты, которые летают на внутренних рейсах, практически не летают за границу. Билет купил на сайте авиакомпании «Японские авиалинии» за 11 200 йен с учетом одного багажа и выбора места. Оплатил картой иностранного банка. Внутри встречает салон с креслами, как будто комфорт у Аэрофлота. И дальше классическая для Dreamliner схема 3 проход 3 проход 3. Мое место на 47-м ряду около иллюминатора, именно с правой стороны, выбрал осознанно. И такое кресло было найти сложновато, попозже расскажу почему. Шаг хороший, большой можно сказать. У каждого пассажира есть универсальная розетка и маленькие кармашки для устройств. Всем предлагаются персональные одноразовые наушники. Внезапно в системе развлечений был найден русский язык, но контент внутри был все равно на японском или английском. Возможно, только субтитры или карта будет на русском. Все равно приятно. Отлично, место около меня осталось свободным. Ох уж эти мои нелюбимые автоматические затемнялки у дримлайнеров. Надеюсь, команда не закроет принудительно их после взлета. В Японии тоже девушки работают на перроне. Начали буксировку. Мимо проехал идентичный 787-8 авиакомпании ANA рейсом на Тайвань. К выходу номер 14 сразу же зарулил 767-300ER, прилетевший из Саппоро. Какая точность и пунктуальность у японцев. Вышел на связь КВС, много говорил на японском и буквально несколько слов на английском. Сказал, полет будет хорошим, займет около 50 минут. Спасибо за выбор японских авиалиний. В это время запустились и начали руление. На перроне новая для меня авиакомпания Skymark. Это первый японский бюджетный перевозчик, как наш был Sky Express. В 2014 году стал использовать Пикачу и покемонов на бортах своих самолетов. А вот попался. На посадку шел Dreamliner ANA внутренним рейсом из города Кумамото, который на острове Кюсю. За ним Boeing 737 японской региональной авиакомпании Soloseed Air с самого юга страны, из города Миядзаки. Вырулили на полосу и, не останавливаясь, начали взлет.
наблюдать за жизнью в Токийском заливе. Много кораблей и лодок. Вот идет или разгрузка, или заправка большого танкера. Линию Токио-Осака можно сравнить с полетом между Москвой и Санкт-Петербургом, хотя здесь расстояние на 200 километров короче. Настолько много вариантов транспорта между двумя городами. Ранее уже говорил, самолет с учетом аэропорта регистрации дольше по времени, но дешевле скоростного поезда. Еще дешевле воспользоваться автобусом. Около 7 часов пути. В салоне стало жарко, индивидуальные обдувы отсутствовали. Горизонтально лететь минут 10, но все равно будет обслуживание. Бортпроводники поехали с тележками по салону. А вот и причина сложности с выбором места с правой стороны самолета. Через 10 минут после взлета в иллюминаторах появляется Фудзи-сан. Японские пассажиры про это знают и стараются насладиться горой и созерцать при любой возможности, даже через окно. Во время покупки билета перебрал множество рейсов и авиакомпаний, пока не нашел свободное место справа. Нам предлагают сок и прохладительные напитки, в том числе газировку в маленьких баночках, заметил соседа, сидящего около прохода. С этого момента у меня полнейшая самостоятельность. Идей, как добраться из Осаки в Киото, нет. Решу на месте с помощью Google карт. В крайнем случае доеду до ЖД вокзала и там сяду на поезд. До этого никогда не был в Киото, хотя все говорили, этот город обязательный для посещения. Бывшая столица Японии. Город тысячи храмов, святилищ и дворцов. Удобно, когда розетка сверху. За время полета успел зарядить все гаджеты. В иллюминатор виден аэропорт города Нагойя. Он построен в 2005 году на полностью искусственном острове. Не представляю, как можно построить такое огромное сооружение посреди залива, тем более с взлетно-посадочными полосами. Через мгновение пилоты выпустили тормозные щитки и резко начали снижение. Никаких объявлений или звукового сигнала пристегнуть ремни не было. Оно появилось буквально минут за 5 до посадки. Сделали небольшой правый поворот и по прямой начали заход на посадку в аэропорт города Осака. Не отрываясь, наблюдал огромную агломерацию и высокую плотность застройки в этом районе. Кажется, не заняты только вершины гор. Посмотрел в интернете, здесь живет около 19 миллионов человек, и это самая урбанизированная часть Японии. В аэропорту Итами строгие правила по шуму, поэтому могут летать только определенные самолеты. Первый взлет в 7 утра, а последняя операция на вылет или прилет не позже половины 9 вечера. Как написано, жители должны спать с открытыми окнами. Вау, какой потрясающий вид на горизонт Осаки и ее пригородов. На соседней стоянке стоит А350, летающий на внутренних коротких рейсах. Прилетел из Окинавы. Время в полете всего 1:30. Начали буксировать 737 японских авиалиний, таким же рейсом, как у меня, обратно в Ханеду. Выход из самолета быстрый и организованный. Все друг друга пропускают. Еще быстрый взгляд на внутренний бизнес-класс. Интересно, в нем кормят на таком рейсе или тоже только напитки? На выходе стоял экипаж, который, скорее всего, сменит текущий в Dreamliner. 8 человек всего, или это не все? В Японии выход в терминал такой же, как в США, в чистую зону вылета. Можно сесть на другой рейс и не проходить еще раз контроль безопасности. Иду в сторону выдачи багажа. Лента номер 5. Посмотрите, как это мило. Специальный сотрудник следит за тем, чтобы чемоданы не ударялись, и переворачивает их, чтобы было удобно взять с ленты. Детские коляски не выдают около выхода из самолета, как у нас, а упакованные передают на ленту. На перроне порулил на взлет турбовинтовой Dash 8400 в Фукуоку. Время в полете 1 час, а вот и мой чемодан. Его любезно и аккуратно положила сотрудница на ленту выдачи. На нем появилась красная бирка. На ней написали, что колесики плохо катаются и, возможно, нужно обратиться в сервис. Это правда. Колесики за лет 10 путешествий чувствуют себя уже плохо. Открываю Google Maps. Проще и дешевле всего добраться до Киото на монорельсе и на пригородном поезде за 1:11 минут. И мне нравятся комментарии. Прогнозируемая загрузка поездов во время поездки невысокая. Иду в сторону монорельса, оплачиваю той же самой картой, что и в Токио, просто прислоняя телефон. Строго следую указанию карты, вторая платформа,
Поезд отправляется в 15:03. Вот он уже ждет меня на платформе. Недолгая, интересная поездка среди невысокой, но живописной застройки. На станции Минами и Бараки пересаживаюсь на линию Ханкю-Киото, которая была открыта аж в 1928 году и является важным соединителем густонаселенных районов Большой Осаки. Какие интересные поезда темно-красного лакированного цвета. Не хватает паровозной тяги, было бы как будто еду в Хогвартс. Проехал одну остановку, и Google попросил выйти, остаться на станции и пересесть на этой же платформе на следующий точно такой же поезд, но с приставкой Limited Express, который следует по точно такому же направлению, но с меньшим количеством остановок. Поезда чередуются, и доплата за скорость не требуется. Вот это в экспрессе роскошный салон с обилием дерева и глубоких велюровых кресел с белоснежными антимакасарами. И еще идеально чисто. Хочется разуться и ходить как дома без обуви. Не понимаю, как у них так получается, что даже пыль на стеклах отсутствовала. За 24 минуты поезд доехал до нужной станции в центре Киото, где первым впечатлением стало отсутствие лифтов и эскалаторов. Или они были где-то далеко и не так очевидно. Пришлось много лестниц и переходов спускать и поднимать чемодан самому. Выхожу наконец на улицу и иду к своему отелю. Первые ощущения от Киото: здесь по-другому. Больше зелени, все медленнее, спокойнее и еще как-то компактнее, чем в Токио. Дохожу до отеля, который был куплен за рубли через приложение One2Trip. В нем одна особенность. Время заезда 17 часов. Но мне сказали, комната уже готова. Номер 501 на 5-м этаже. Посмотрим, насколько в этот раз будут маленькие размеры. Ожидал в разы хуже. Да, здесь полноценная кровать и еще огромный туалет с душем. Не нужно будет с кем-то делить на этаже, как в предыдущий раз в Кавагутика. В отношении Киото буду краток. Дорогие автобусы, вне зависимости от дальности поездки, 230 йен. Проще ходить пешком, все близко. Мне понравился рыбный рынок, хоть он больше для туристов, чем для местных, но цены не завышают, сравнивал с Токио. Единственное ограничение – не всегда есть место для еды, а в Японии не приветствуется идти и есть или что-то пить на ходу. Уже по традиции взял чирашидон и еле-еле доел, настолько большой и свежий он оказался. Хотя, как понял, тунец местный, а лосось привезенный откуда-то из Норвегии. За один день обошел все основные парки, туристические места и прошелся по историческому району Хигасияма, где встретил дзин-рикши, что буквально переводится как «человеческая повозка». Сейчас, конечно, все не так, как раньше, и роль рикши больше как развлечение и гид, но увидеть это вживую необычно. Да, Киото какой-то другой. На него точно нужно не менее 3 или 4 дней. Местный сказал, можно в любое время года. Город красив всегда. Чуть больше деталей покажу в следующем видео. В Киото около отеля было аж 3 прачечных. Нашел самую свободную. 400 йен стирка и 100 йен сушка. То, что нужно для путешествия. Спасибо за просмотр видео. Надеюсь, вам понравилось. Одно из следующих будет посвящено полету обратно. Но в нем будут не только самолеты, но и много-много разных поездов. Хотел напомнить про страницу ВК, где также будут опубликованы видео. Страницы на Рутубе и Дзене активны, но в них видео появляется с небольшим опозданием.